Итак, всем доброго времени суток. С вами я, Дэниел Икс, и сегодня мы детально пройдемся по версии 0.1 пререлиз А. Помимо того, что мы пройдемся по этой версии, я кое-чего еще скажу о последующих версиях и о том, что, собственно, в них нас ожидает. Итак, приступим. Начнем мы, собственно, с Groove Street непосредственно. Groove Street тут перенесен из ПК-версии, без текстур, без сглаживания, то есть без нормалей, без векторов нормалей, которые сглаживают модели. Перенесен он из высокополигональных моделей, не из лодов, отсюда 20 FPS. Ну, PSP, представляете, тянет то, что идет на компе. Я, если честно, не очень. Даже если маленький кусок карты. Далее у нас тут что можно отметить еще? То, что даже вторичные объекты, такие как мусор, такие как ржавые машины, все нанесено на карту. Все на карте сконвертировано. Освещение тут используется общее, то есть оно стоит где-то в центре карты, даже не наверху, а где-то вообще в центре. И освещает потихоньку все. Далее, управление. В управлении у нас неограниченная свобода действий по горизонтальной оси, ограниченная свобода действий по вертикальной оси, примерно 100 градусов, ну плюс-минус 10 градусов, я думаю. Камера в режиме FPS с регуляцией скорости. Правый триггер увеличить скорость, левый триггер уменьшить скорость. Каждое нажатие увеличивает скорость на 50%. Извиняюсь, не на 50, на 100%. То есть была у вас скорость 100%, стала 200%. Насколько я помню. Далее. Сейчас мы пройдемся по основным моментам, а позже я вот перейду к осмотру грува и расскажу про последующие версии. Далее мы входим в интерьер CG. Тут мы видим пикап. Многие подумали, то, что раз пикапы, значит тот кусок карты и этот кусок карты выдран 3D Reaper'ом, но это не так. Пикап выставляли на глаз, оба пикапа. Прям вот в 3D Max на глаз выставляли, грузили его к сцене, прикрепляли. То есть он просто отдельно тут залеплен сюда, просто для атмосферности. Ну, на самом деле не для атмосферности. В версии 0.1 пререлиз А был алгоритм телепортации. Он не до конца был доработан, поэтому пикапы оставили, а алгоритм вырезали просто. Тут мы видим только коридор, кухня отсечена. Чуть позже я расскажу, почему так вышло, почему он такой артхаусный. И почему не хватает мебели и других предметов интерьера. И ничего, кроме занавесок и окон. Ну и шикарной лестницы тут практически нету. Тут вход в гардероб, но из-за того, что у нас плоскость отсечения слишком близко расположена, у нас отсекается видимая часть, которую мы хотим увидеть. Нет, прошу прощения, тут гардероб должен быть. Тут комната, предположительно, либо матери CG, либо самого CG. Опять же, только занавески. Итак, объясню, почему вот такой обрубок мы получили на выходе. Потому что за час до релиза, то есть это практически час
был до Нового года, до начала Нового года. Из-за того, что было много файлов карты, мы затеряли название сконвертированного нормально грув-стрита. И пришлось вот довольствоваться обрубками и вставлять их спешно в игру. А вот покраска такая, я объясню позже, почему такая покраска. Ну, собственно, по тем же причинам, но с небольшой оговоркой. Так, баги. Ну, сверхчувствительность джойстика, наверное, бесила чуть ли не половину людей, потому что нормально что-то разглядеть из-за этой сверхчувствительности было нельзя. То есть один шаг примерно равен 10 градусам, я уж не помню, или 5 градусам. Но факт в том, то, что чувствительность пофиксена уже сейчас, в экспериментальной версии в недоделанной 0.1а. Вот. Далее, мерцание моделей. Почему мерцание моделей? И мерцание, точнее, их кусков. Потому что все, что вы видите, весь этот Groove Street, это единая модель. То есть это куча маленьких моделей, слиты в одну модель, и которая единоразово грузится игрой. Из-за этого, кстати, FPS такой маленький, потому что все это грузится, каждый кадр, все это пытается отрисовать графический процессор PSP. Далее, как это пофиксено? Это пофиксено частично. Вот это мерцание, оно зависит еще от двух факторов. Это плоскость отсечения передней, вот то, что вы видите, отсекается модель. То, что вот такое отсечение, сейчас покажу, на мусорном пакете видно. Вот происходит отсечение модели передней какой-то невидимой плоскостью. Чем дальше плоскость, то есть чем больше ее видно, эту плоскость, тем меньше мерцаний. Чем менее заметна эта плоскость, и что, соответственно, круче, тем больше мерцаний. Поэтому вот такой парадокс, палка о двух концах. Поэтому настроено, приблизительно настроено, исправлено, но все равно в кое-каких местах появляется мерцание. И второй фактор, от которого зависит еще это мерцание, это углы обзора. Чем меньше угол обзора, тем меньше мерцаний. То есть тем меньше моделей попадает в объектив камеры, которую мы двигаем, тем меньше мерцаний. Все эти параметры, они подстроены. Обзор камеры мы не трогали. Так как было 45 градусов по умолчанию, так и оставили 45. И вот эти два параметра в 0.1а, и если выйдет экспериментальная версия и там тоже, вот эти два параметра игрокам можно будет редактировать под себя, чтобы легче было исследовать уже существующую карту, включая интерьеры. Далее, что можно сказать об этой версии? Я хотел рассказать про самое главное, из-за чего один баг, который позже превращен нами же в фичу, это все, что вы видите, вся эта покраска всех этих домов. Любой более-менее знакомый с моддингом GTA уже давно бы понял, что вот эти провода, они, если бы это было предварительное освещение, то эти провода были бы прозрачными. То есть по умолчанию они должны быть прозрачными. Материал у них должен быть прозрачный. А тут они какие-то серые с черным. Оказалось, то, что у всего района, у всей этой карты мы приняли за предварительную покраску, мы приняли предварительное освещение. То есть это на самом деле уровень освещения, а не цвет. Вот здесь вот потемнее, вот здесь посветлее. Вот все это освещение. Уровни освещения мы выставили за место цвета. Вот.
И почему это не будет исправлено в 0.1а и в экспериментальной версии. Вплоть до 0.1b это не будет поправляться. Потому что оказалось, мы потом выяснили, какие цвета у всего района. Настоящие цвета предварительной покраски. Оказалось, что весь район полностью белый. То есть это просто белая каша, которую не хотелось бы показывать вам. Потому что это бред. Грузить белую кашу. Поэтому мы решили оставить до версии 0.1b, потому что в 0.1b будут добавлены текстуры, все как есть оставить. Кроме вот интерьеров. Потому что многие спросят, то, что я же вижу, что здесь вот даже предварительная покраска, даже предварительное освещение не должно быть таким шахматным. Да, и вы правы, потому что оказалось то, что у интерьеров, то есть у внутренности домов, в которые мы телепортируемся, по умолчанию нет предварительного освещения в той секции, в которой мы привыкли. Может, есть какое-то специфическое, но мы его некогда было искать, поэтому пришлось оставить, то есть цвет был бы белый. Даже предварительного освещения там был выставлен белый цвет. И в предварительной покраске тоже. Поэтому пришлось красить вручную, вот чем Бог послал, как говорится. И поэтому так получилось тоже. Далее поговорим о насущных последующих версиях. Экспериментальная версия вряд ли будет выпущена скоро из-за оптимизации до 15 FPS. Все-таки мы решили ее выпустить, но когда оптимизируем до 15. Вот. Там поправлены не все баги, которые поправлены в 0.1а, то есть ее еще дорабатывать напильником. 0.1а будет выпущено приблизительно в конце следующего месяца. Может, перенесут немного, потому что у всех сессия там, у всех сдача экзаменов и так далее. Далее версия 0.1а. Что в ней будет? В ней будет все то же самое. Фиксы багов с версии пререлиза. Плюс еще может быть, не знаю, я бы не стал раскошеливаться на такое. Телепортация с помощью пикапа, то есть вот этой стрелочки в интерьере автоматическая. Далее, чтобы не оставлять интерьер, даже если он будет полный в таком плачевном состоянии, в плане покраски, мы решили сделать вот такой подарок, взять весь интерьер, выгрузить его в Map Editor для GTA San Andreas, и там взять пипеткой цвета обоев, цвета пола, цвета деревянных досок лестницы и все такое. И с помощью этих усредненных цветов выкрасить все полигоны почти что как в оригинале выглядит дом Сиджия. То есть это не будет полноценный дом Сиджия, но он будет в таком в цвете, практически в натуральном. Ну, будет неплохо выглядеть, я думаю. Далее, помимо багфикса и того, что я сказал, есть продвижение по движку, но они только в экспериментальной версии сейчас. Мы в экспериментальной версии над этим работаем. И достаточно большие. Первое, за счет чего очень большое продвижение, это мы нашли, как расставлять каждый объект по отдельности. То есть нам не придется грузить кусками, карту не придется грузить. То есть постепенная прогрузка карты будет алгоритм нормальный. Далее, за счет того, что каждый объект будет сам по себе, можно будет на него накладывать текстуры, можно на него будет накладывать нормали, то есть векторы сглаживания, и можно будет двигать эти объекты.
независимо друг от друга. То есть можно будет сымитировать, допустим, движение пикапа вверх-вниз. Можно будет привязать модель CGI, правда, неходящую из-за того, что с анимацией надо поработать тоже. Неходящую модель CGI к камере. Ну и походить, но он будет как бы просто летать вместе с камерой. Ну, вряд ли. Это, ну, ради прикола, конечно, можно, но, думаю, не стоит. Какие-то, не знаю, можно дверь гаража открыть, допустим. Скрипт туда привязать, чтобы он открывался и закрывался. Постепенную прогрузку карты, наконец-таки, можно реализовать за счет этого. И вот это мы приберегли все для 0.1b. То есть в 0.1b должны быть текстуры, должна быть более-менее оптимизация получше. Сейчас вот все силы направлены на то, чтобы движок мог грузить большое количество объектов, насколько это возможно, то есть со всеми оптимизациями. Еще вот то, что мы отдельно можем грузить модели друг от друга, позволит нам взять и, допустим, есть такая фишка, то что все эти модели, они в принципе сделаны из треугольников. То есть по умолчанию в движке только треугольники в Сан-Андреасском. Вот. И 3 точки в пространстве образуют треугольник, а потом все эти треугольники образуют более мелкие модели, которые образуют более крупные. То есть такая структура у движка. Не у нашего, а вообще в Сан-Андрес. Вот, у нас сейчас используются обычные треугольники. А есть еще смежные треугольники. Наверное, кто помнит из курса геометрии, есть смежные углы. Вот и есть смежные треугольники, у которых есть общая сторона, допустим, или у нескольких треугольников, 3 и более, есть несколько общих сторон. И вот есть такой способ оптимизации, за счет которого можно уменьшить нагрузку на шину данных, через которую вот от оперативки до графического процессора передаются данные модели. То есть вот эти самые точки, вот эти самые треугольники, которые образуют впоследствии модели. Вот. Примерно в 3 раза уменьшить нагрузку. За счет чего? За счет того, что первый треугольник модели записывается всеми 3 треугольниками, а последующие треугольники строятся из 2 общих точек предыдущего треугольника. То есть первый треугольник раз, два, три, а второй треугольник одна точка, которая смежная с 2 точками. Другая точка, которая смежна еще с 2 точками. Таким образом, просто треугольник записывается всего лишь одной точкой. То есть это объем оперативы экономится в 3 раза по сравнению с текущим алгоритмом. Потом передается все это на графический процессор в 3 раза меньше. Но, как оказалось, эта оптимизация похожа только у PlayStation 2 версии игры. Мы все равно собирались на нее переходить, потому что ПК-версию PSP точно не потянет. Вот. И вот так. То есть переделаем наш конвертер под PlayStation 2 версии и будем конвертировать вот таким вот образом. Вот в такую ленту треугольников со смежными точками. Должно повысить FPS. Кстати, в 0.1а за счет того, что, скорее всего, не будет четверть города, как в экспериментальной версии, за счет того, что не будет этой четверти города. Но за счет того, что мы ввели новый алгоритм, не буду говорить какой, не буду вас грузить, FPS более стабилен и должен, по идее, подняться до 25 FPS, если я еще не говорил, и выше. Так, еще раз повторюсь то, что 0.1а выйдет в
конце следующего месяца, то есть это май. А экспериментальная версия неизвестна, когда выйдет. 0.1b точно выйдет в этом году. Большего я вам сказать не смогу, так как сам пока не знаю, что вообще к чему насчет 0.1b. Работа еще копать и копать картошку нам тут. Поэтому не забывайте подписаться на канал. Я надеюсь, то, что наш труд ценят не только наши подписчики, но еще другие какие-то игровые сообщества или фанаты GTA San Andreas, особенно те, которые удивились ее не выпуску на PSP, и то, что все говорили, то, что у PSP не хватит мощности. Да, у PSP не хватит мощности держать этот движок, который есть у PlayStation 2, в чистом виде. То есть в таком, в каком он немного переделан под ПК, и в каком он немного переделан под остальные платформы. То есть он на текущем движке не потянул бы. Движок пришлось бы писать заново, так как у Rockstar, скорее всего, не было бюджета на это, и они на это не пошли, на такие большие жертвы ради того, чтобы запилить одну игру на одну платформу. Вот. Еще были несколько, назывались причин, почему GTA San Andreas не вышла на PSP. Но мне, наверное, самое близкое то, что все-таки анонс был. Была такая достоверная информация, просто источник потом был удален, этот сайт. Фишка была в том, то, что Rockstar анонсировали GTA San Andreas на PSP. Потом были терки Sony Computer Entertainment, потому что они анонсировали ее раньше, чем обговорили это с Rockstar. Потом Rockstar сказал то, что нет. И в итоге, вернее, Sony сказал то, что нет, игры не будет. По одной простой причине, там проблема была, скорее всего, с оперативной памятью. Многие знают то, что у PSP первой модели было 32 мегабайта оперативной памяти, а у всех последующих по 64 мегабайта оперативной памяти. При этом разработчикам не давалось право использовать единоразово все 32 мегабайта, но на последующих все 64 мегабайта разом. Но разрешалось использовать 32 и более лояльное распределение всех этих данных, размазывание по оперативной памяти. То есть на фатке, на самой первой модели, все это грузилось по-прежнему, но на слимках это грузилось быстрее. И эту возможность выпускать только под слимки имеют только Homebrew разработчики, так как их вообще не колышет мнение Sony. И вероятно потому, что Rockstar предложили выпустить GTA San Andreas под определенные PSP. То есть в списке исключений должна была, скорее всего, попасть FAT. На что Rockstar не согласились, говоря то, что... Но это моя личная версия, но мне почему-то кажется, что так и было. На что Rockstar сказали то, что... Точнее, Sony сказали то, что нет. Игра должна быть выпущена под все платформы, как это делают другие разработчики, несмотря на то, что мы улучшили характеристики PSP, и вы не знаете их куда девать. Нас это не волнует. Но факт в том, то, что ваша игра должна тянуть на любых моделях PSP. И на этом, похоже, San Andreas на PSP пустили в расход. Потому что фейк вот этот, он начался не просто так. То, что в каждой шутке есть доля правды. Фейк появился из-за случки Rockstar с Sony. Скорее всего, так было. Потому что была информация достоверная на нескольких сайтах, но все они закрыты теперь. Не из-за этой новости, а вообще потому, что им много-много лет. Потому что фейк, насколько я помню, начался с 2008 года. Вот. Также советую перейти...
точнее не перейти, а подписаться в нашу группу ВКонтакте и подписаться на еще одну группу Minecraft PSP. Это единственные Homebrew разработчики, которые еще не забросили разрабатывать версии Майнкрафта, обновлять их, и у них получаются очень хорошие стабильные версии. И, в общем, переходите туда, там уже есть полноценный крафтинг, уже появляются полноценные мобы, уже есть там, допустим, корова, уже есть полноценные зомби с уроном, уже есть полноценный survival режим. Короче, крафта там очень много. Вот. В общем-то, прикольная версия. На данный момент самая последняя 0. Нет, не 0, а, по-моему, 0.1.31. 1.3.1 версия. Да, 1.3.1. И буквально вот должна в этом месяце, в следующем, выйти 1.4 версия. Ну, в принципе, на этом с движком, не знаю. Не помню, еще информация была какая-то. Тоже вам надо было ее донести. Ну да ладно, вроде все.